Здравствуйте! Сегодня мы с вами прослушаем следующую лекцию про прямую. То есть мы рассмотрели на прошлой лекции, как проецируется простой геометрический объект, так сказать, это точка. А если мы знаем, как проецируется точка, то мы можем спроецировать любой объект по точкам. Так вот, мы сегодня рассмотрим лекцию про прямую. Прямую в пространстве каким образом можно задать? Можно задать по двум точкам, что прямая проходит через какие-то две точки. На комплексном чертеже можно задать прямую, это ее проекциями. Ну, давайте рассмотрим о положении точки прямой в пространстве. Значит, прямые в зависимости от положения ее в пространстве относительно плоскостей проекций, прямые подразделяются на прямые общего положения и прямые частного положения. Прямая общего положения – это прямая, произвольно расположенная относительно плоскостей проекций. То есть она сейчас не параллельна и не перпендикулярна никакой плоскости проекции. Она произвольно расположена. Вот такая прямая называется прямой общего положения. Давайте рассмотрим ее чертеж. Значит, вот я сейчас прямую как бы задала на комплексном чертеже просто ее проекциями. Прямые в начертательной геометрии обозначаются строчными буквами латинского алфавита. Ну, допустим, это у нас прямая L. Это L2, а это проекция горизонтальная L1. Вот так изображается прямая общего положения. Причем есть такие понятия: прямая восходящая и прямая нисходящая. Вот другая прямая М. Значит, как определиться, восходящая это прямая или нисходящая? Что получается? Смотрите, вот наша прямая. Вот этот левый конец нашей прямой, левый конец, мы смотрим, он находится на какой-то высоте, и он находится от наблюдателя дальше. Вот это расстояние до плоскости π2. Чем больше расстояние до плоскости π2, значит, объект находится ближе к наблюдателю. И тогда мы сейчас делаем вывод. Вот этот конец ниже, и этот конец дальше от наблюдателя. То есть вот так вот. Этот конец ближе к наблюдателю, считается, что мы смотрим отсюда. Этот конец, значит, выше и ближе к наблюдателю. То есть прямая расположена вот таким образом. И по отношению к наблюдателю какая это прямая? То есть если мы сейчас будем идти, то мы что будем делать? Спускаться с этой прямой, да? То есть это нисходящая прямая. А вот здесь вот мы смотрим, вот этот конец, левый конец прямой находится выше, и он что? Дальше от наблюдателя, чем это, да? Значит, выше и дальше от наблюдателя, да? То есть вот так. И если мы сейчас смотрим, будем двигаться от наблюдателя, то мы будем подниматься в гору, как бы, да? Вот это прямая восходящая. И если сейчас просто рассмотреть этот комплексный чертеж, то мы можем сказать, если проекции ориентированы по-разному, то это будет нисходящая прямая. А здесь ориентация этих проекций одинаковая. Вот здесь будет восходящая прямая. Итак, L нисходящая прямая, а M, прямая M, восходящая. Итак, еще раз повторяю, если проекции ориентированы по-разному, то это будет нисходящая прямая.
А если ориентации прямых одинаковые, то это восходящая прямая. Вот иногда в тесте задается вопрос именно найти конкретную прямую. Значит, это прямая общего положения. Она не параллельна и не перпендикулярна никакой плоскости проекции. А прямые перпендикулярные или параллельные плоскостям проекции называются прямыми частного положения, и они подразделяются на прямые уровня и проецирующие прямые. Прямые, параллельные какой-либо плоскости проекции, называются прямыми уровня. Прямые уровня. Но причем эта прямая, она должна быть параллельна только какой-то одной плоскости проекции. Только одной плоскости проекции. Ну, давайте рассмотрим такие прямые. Рассмотрим такие прямые. Итак, если моя прямая параллельная фронтальной плоскости проекции, ну, допустим, такая прямая, значит, у нее координата y у всех точек какая? Одинаковая. Одинаковая. Координата y сюда откладывается. Значит, ее горизонтальная проекция такой прямой пойдет параллельно оси x. Параллельно оси x. А эта прямая может быть так расположена, может так, неважно. То есть я просто здесь черчу прямую. Допустим, такая наша прямая. Вот прямые параллельные фронтальной плоскости проекции называются фронтальная прямая уровня, или есть сокращенное название фронталь. И принято обозначать ее буквой F. F1. Прямые, еще раз повторяю, обозначаются латинскими буквами строчными. Вот у нас две проекции такой прямой. Итак, я могу здесь написать, что прямая F параллельна плоскости π2. Параллельно плоскости π2, так как у ее координата y у всех точек постоянные. Вот. И такая прямая F называется, полное ее название, фронтальная прямая уровня или сокращенно фронталь. Фронталь. Теперь рассмотрим прямую, параллельную горизонтальной плоскости проекции. Какую-то прямую, произвольную. Тогда что получается? У этой прямой у всех точек одинаковая высота. А высота – это координата z постоянная, да? И тогда чертеж будет выглядеть таким образом. Такую прямую называют горизонтальная прямая уровня или сокращенно горизонталь. И обозначается она буквой H. Буквой H. Итак, запишем. H параллельно плоскости π1. И прямая H называется горизонталь. Теперь рассмотрим прямую, которая параллельно... Да, вот эта проекция, раз она параллельно прямая плоскости π1, то эта проекция идет параллельно оси x. Но смотрите, будет моя прямая такая, она сюда тоже так же изобразится. Будет она такая, она здесь тоже так. А вот здесь это в зависимости от того, как она расположена. Но по ее вот этой проекции мы делаем вывод, что так как у нас координата z у всех точек одинаковая, постоянная, то значит прямая параллельная плоскости π1. А теперь давайте рассмотрим прямую, которая будет параллельна плоскости π3. Плоскости π3. Или вот такая прямая, или вот такая прямая, неважно. Но у этой прямой что получается? Расстояние до плоскости π3, а это координата x, постоянная у всех точек. То есть у нас пойдет фронтальная проекция, будет идти таким образом, и горизонтальная проекция.
профильная прямая уровня обозначается буквой П. Буквой П. Что получается? Видите, вот прямая изобразилась таким образом. Вот будет она вот так расположена, она вот так изобразится. Будет она вот так расположена, тоже так же. То есть сказать однозначно, как расположена эта прямая по этим двум проекциям невозможно. Поэтому на профильной проекции задают две точки. Ну, пусть, допустим, будет эта точка какая-то. Пусть А и Б. Ну, давайте сейчас проанализируем, как расположена эта прямая. По фронтальной проекции мы видим, что точка А выше, чем точка Б. Вот это будет точка А. По горизонтальной проекции мы видим, что к нам ближе точка А. Чем координата Y больше, тем точка ближе к наблюдателю. Значит, точка А выше и ближе к наблюдателю. То есть наша прямая как-то вот так расположена. То есть она получается какая? Нисходящая прямая. Нисходящая прямая. Но чаще, если все-таки задача решается с профильной прямой, то необходимо построение третьей проекции. Чаще всего бывает так. Ну, давайте мы сейчас построим. Значит, мы знаем, что две проекции точки всегда находятся на одной линии связи. Чтобы построить профильную проекцию этой нашей прямой, мы проводим линии связи, горизонтальные линии связи перпендикулярно оси Z. Но у нас же сюда идет ось Y и сюда идет ось Y. Значит, мы должны отложить координату Y, чтобы получить. Итак, для точки B координата Y равняется вот этой величине. Вот я откладываю, значит, вот это вот расстояние, это YB. Я откладываю вот сюда, YB. И таким образом я получаю профильную проекцию точки B, B3. А теперь построим профильную проекцию точки А. Для точки А координата Y равняется вот такой величине. Мы замеряем эту координату Y и откладываем по линии связи. Таким образом получаем профильную проекцию точки А. Точки А. Ну и теперь через точку А и точку Б проходит наша прямая. Вот так будет изображаться профильная проекция нашей профильной прямой. Вообще, когда вот мы смотрим на проекции, вот по этим двум проекциям просто надо анализировать координаты. А вот если по этим двум проекциям, да, то мы можем сказать, наблюдатель стоит здесь и смотрит сюда. Значит, какая наша прямая это получается, если я смотрю отсюда? Нисходящая. Так ведь, да? Вот таким образом определяется положение прямой. Положение прямой. А вообще, что получается? Если прямая параллельная какой-либо плоскости проекции, то на эту плоскость проекции она изображается как? В натуральную величину. В натуральную величину. Вот прямая F, вот здесь ее натуральная величина нашей прямой. Натуральная величина. Но кроме того, это фронталь.
Кроме того, что мы натуральную величину этой прямой будем видеть, еще что мы будем видеть? В натуральную величину мы можем увидеть угол, который составляет эта прямая с плоскостью π1, То есть я могла бы провести горизонтальную какую-то вот тут прямую и показать, что вот это вот бета, допустим, обозначим. Углы обозначаются греческими буквами алфавита, строчными буквами. И тогда я могу написать, что бета есть угол между прямой F и плоскостью π1. Теперь, если наша прямая параллельна горизонтальной плоскости проекции, значит, она на горизонтальную плоскость проекции будет изображаться в натуральную величину. Но мы сейчас не рассматриваем отрезки, а просто прямая. Какой бы она длины ни была, она сюда изобразится в натуральную величину. А тогда что? Кроме натуральной величины этой прямой, мы можем увидеть, какой угол составляет эта прямая с плоскостью π2. Мы можем показать таким образом. Вот это угол. Обозначим угол альфа. Угол альфа. Значит, угол альфа – это есть угол, который составляет прямая h с плоскостью π2. С плоскостью π2. А вот что касается профильной прямой, в натуральную величину она изображается на плоскость π3. Вот это ее натуральная величина. Натуральная величина. А значит, что получается? Если наша эта прямая параллельна плоскости π3, то мы можем на плоскости π3 увидеть, какой угол составляет эта прямая с плоскостью π1, и можем увидеть угол в натуральную величину, который составляет с плоскостью π2. Да? Значит, вот мы можем так показать. Это угол, который составляет наша прямая с плоскостью π2. С плоскостью π2, с плоскостью π2 это у нас угол альфа мы обозначали. Да? Давайте и здесь обозначим. Это угол альфа. А с плоскостью π1 составляет вот этот угол. Это угол бета. Это угол наклона к плоскости π1, а вот этот угол – это угол наклона к плоскости π2. Прямая P, она параллельна профильной плоскости проекции. И тогда на профильную плоскость проекции она изображается в натуральную величину. И прямая изображается в натуральную величину, и тогда мы можем увидеть на профильной плоскости проекции углы наклона данной прямой к плоскости π1 и к плоскости π2. Вот к плоскости π2 и к плоскости π1. Углы наклона. То есть сразу. И можно сделать еще такой вывод, что углы наклона мы можем увидеть в натуральную величину только если наша прямая является прямой уровня. Если прямая общего положения, то вот эти вот углы, которые составляют с плоскостями проекции, углы не в натуральную величину невозможно увидеть. Поэтому только с прямыми уровнями мы можем увидеть углы наклона. Прямые, перпендикулярные к плоскостям проекции, называются проецирующими прямыми. Проецирующими. Если прямая перпендикулярна к плоскости проекции, значит она туда изображается в точку на эту плоскость проекции. Вот сейчас изобразим комплексный чертеж таких прямых.
Вот прямая А. По комплексному чертежу мы видим, что она, эта прямая, изобразилась на плоскость P1 в точку. Значит, можем однозначный вывод сделать, что прямая А перпендикулярна к плоскости P1. Значит, прямая А перпендикулярна к P1. И прямая А называется горизонтально проецирующая прямая. Сокращенного названия у таких прямых нет. Вот ее полное название – горизонтально проецирующая прямая. Итак, изобразим теперь прямую B. Вот мы видим, что прямая B изобразилась на фронтальной плоскости проекции в точку. Значит, мы можем сделать однозначный вывод, что прямая B перпендикулярна плоскости P2. Прямая B перпендикулярна плоскости P2 и называется фронтально проецирующая прямая. Фронтально проецирующая прямая. Если прямая перпендикулярна к плоскости проекций, то, допустим, к плоскости P1, то по отношению к плоскости P2 она параллельна. А раз параллельна, она сюда изображается как в натуральную величину. Так? Вот здесь мы можем написать для данной прямой, что вот это ее натуральная, сюда изображается натуральную величину. В натуральную величину. Ну и также для прямой B натуральная величина будет здесь. Что касается профильно проецирующей прямой, то профильно проецирующая прямая, она перпендикулярна к профильной плоскости проекции, а по отношению к плоскости P1 и P2 она параллельна. То есть она как бы является и горизонтальной, и фронтальной, но не может одна прямая иметь два названия. А поэтому она называется профильно проецирующая прямая. И здесь она, раз она параллельна плоскости P2 и плоскости P1, то ее проекции пойдут параллельно оси X. Ну, пусть это будет у нас прямая C. И так как наша прямая С перпендикулярна к профильной плоскости проекции, она изобразится сюда в точку. Но просто так провести линию связи и показать, куда она изобразилась, я не могу. Что я должна сделать? Я должна замерить вот эту вот координату Y. Замеряю координату Y и откладываю ее сюда. Вот это у нас Y. У всех точек одинаковые координаты Y, поэтому сюда наша прямая С изобразится в точку. Изобразится в точку. У нас что получается? Прямые частного положения. Вот если прямая уровня, характерной проекцией таких прямых являются проекции, которые идут параллельно оси. Характерные проекции. Если мы такое видим, значит мы можем предположить, что это прямая уровня. То есть нужно еще рассмотреть другие проекции. Если прямая проецирующая, то характерной проекцией таких прямых является точка. Из множества, если у нас на чертеже будет изображено множество прямых, и мы увидим, что какая-то проекция какой-то прямой является точка, значит мы делаем однозначный вывод, что данная прямая проецирующая. Проецирующая. Давайте теперь рассмотрим положение, взаимное положение двух прямых. Какое положение могут занимать относительно друг друга, то есть позиционную задачу. Прямые в пространстве могут пересекаться, быть параллельными
или скрещивающиеся прямые. Мы с вами записывали уже на первой лекции, что если, как свойство проецирования, если прямые в пространстве пересекаются, то пересекаются их одноименные проекции. И комплексный чертеж таких прямых будет выглядеть таким образом. Если прямые в пространстве пересекаются, то на чертеже мы видим, пересекаются их одноименные проекции, фронтальные, горизонтальные проекции между собой пересекаются. И так как прямые пересекаются, у них есть общая точка. А мы знаем, что точка проецируется, должна находиться на одной линии связи. Вот. Если мы видим такую картину, мы делаем вывод, что прямая А пересекается с прямой Б. Но мы можем однозначно сделать вывод, что прямые пересекаются, даже если мы увидим такую картину. То есть мы видим, пересекаются горизонтальные проекции, а фронтальные проекции совпадают. То есть одна прямая находится за другой, да, прямой. И они лежат как бы в одной плоскости, и их проекции совпали. При таком положении мы тоже можем сделать вывод, что прямая М пересекается с прямой Н. А общая точка, это вот эта, она здесь будет лежать на проекции этой прямой. Вот прямые пересекающиеся. Если прямые в пространстве параллельны, то должны быть параллельны их одноименные проекции. Вот если на комплексном чертеже мы видим такую картину, что параллельны между собой фронтальные проекции и между собой параллельно горизонтальные проекции, тогда мы делаем однозначный вывод, что прямая С параллельна прямой D. Но тоже так же, как и в этом случае, то есть какие-то проекции могут совпасть. Но пусть даже так. То есть горизонтальные проекции совпали, но мы не видим здесь параллельность. Но раз они совпали, они, значит, тоже параллельны, эти проекции. И делаем однозначный вывод. К параллельно Q. Это параллельные прямые. Прямые в пространстве могут скрещиваться. На комплексном чертеже это выглядит таким образом.
Вот мы видим, проекции, одноименные проекции этих прямых пересекаются. Но что мы видим? Если они пересекаются, как я уже говорила, они должны иметь общую точку. Вот я смотрю, вот это должна быть как бы их общей точкой. Смотрю, оказывается, нету здесь общей точки. В данном случае здесь две точки. Обозначу, допустим, точкой 1 и другую точку точкой 2. А вот здесь проекции этих точек совпали. Совпали. То есть прямые эти не пересекаются, нет у них общей точки. Вот эти вот точки называются, они лежат на одном проецирующем луче, который перпендикулярно к π2. И точка 1 и точка 2 проецируются в одну точку. Такие точки называются конкурирующими точками. Вот точки 1 и 2, так как совпали их фронтальные проекции, эти точки называются фронтально конкурирующие точки. Обычно по конкурирующим точкам определяется видимость каких-то объектов. В данном случае, так как тут прямые никак не могут загородить одна другую, но мы можем сказать, что точка 1 к наблюдателю ближе, чем точка 2. Значит, прямая L ближе, чем прямая какая M. То есть как-то вот так расположено. Теперь мы видим, пересекаются горизонтальные проекции этих точек. Пересекаются. Значит, точки 3 и 4, так как совпали их горизонтальные проекции, называются горизонтально конкурирующими точками. Но сейчас мы видим по фронтальной проекции, что точка 3 находится выше, а точка 3 принадлежит прямой М. Значит, прямая М находится выше, чем прямая Л. Вот таким образом определяется видимость каких-то объектов, но для прямых это одна прямая никак не может загородить другую прямую. Но тем не менее, вот таким образом определяется видимость. Точка относительно прямой может занимать разные положения. Точка может находиться на прямой, может находиться перед прямой, над или под прямой. То есть разные положения относительно прямой. И свойство такое, что если точка принадлежит прямой, то проекции точки лежат на соответствующих проекциях прямой. Вот мы видим, что фронтальная проекция точки А лежит на фронтальной проекции прямой. Горизонтальная проекция точки А на горизонтальной проекции прямой. Тогда мы делаем однозначный вывод, что точка А принадлежит прямой L. Точка А принадлежит прямой L. Теперь давайте рассмотрим другие положения точки. Вот как проанализировать положение точки относительно прямой? Вот смотрите, у нас горизонтальная проекция оказалась на горизонтальной проекции прямой. О чем это говорит? Что точка, которая лежит на прямой, и точка С находятся на одинаковом расстоянии от плоскости π2. А анализируя фронтальную проекцию, мы можем видеть, что у точки B координата z меньше, чем у точки, которая находится на прямой. Значит, мы делаем вывод, что точка B находится где? Под прямой.
Вот прямой. Если мы будем говорить про точку С, вот проекции как бы лежат на проекциях прямой. Но что мы видим? Это фронтальная проекция точки С, а это горизонтальная проекция прямой L. То есть получается, что точка не лежит на прямой. Принадлежит, если вы видите, горизонтальная проекция точки лежит на горизонтальной проекции прямой. Сейчас у нас такого совпадения нет. Можно сказать, что прямая точка С не принадлежит прямой, и точка С находится в другой четверти пространства, чем сама прямая. Вот, поэтому вот таким образом совпадение. Допустим, прямые составляют между собой угол 90 градусов. И причем так, что одна из прямых параллельно плоскости проекций. Параллельно плоскости проекций. Это вот, допустим, у нас прямая. Вот так записывается в скобках, записывается, что прямая проходит через точки А и Б. Вот прямая, проходящая через точки А и Б, параллельно плоскости P1. Вот эти проекции параллельно. Эта проекция параллельно этой прямой. Теперь, что получается? У нас вот эта прямая идет перпендикулярно к плоскости P1. Так ведь, да? Перпендикулярно к плоскости P1. Вот эти прямые B, B1 и прямая, проходящая через точки B и C, составляют плоскость, составляют некоторую плоскость. Ну, пусть это будет плоскость сигма. Что получается? Вот это две пересекающиеся прямые образуют плоскость. Прямая АБ перпендикулярна к прямой BC. И прямая АБ, она идет параллельно плоскости P1, а прямая BB1 перпендикулярна. Значит, между этой и этой прямой какой угол? Тоже прямой, так? Так как прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, принадлежащим плоскости сигма, значит, она перпендикулярна плоскости сигма. Это прямая. А так как у нас эта прямая параллельно плоскости P1, значит, вот эта проекция тоже перпендикулярна плоскости сигма. Так ведь, да? А плоскость сигма пересекается с плоскостью P1 по прямой, проходящей через точки BC, да, то есть B1, C1. А значит, вот этот вот угол, наша вот эта проекция будет тоже перпендикулярна плоскости сигма, и вот этот угол тоже будет прямым. Вот это теорема о проецировании прямого угла. И читается она так, что прямой угол проецируется на плоскость в виде прямого угла, если одна из сторон прямого угла параллельна плоскости проекции, а другая не перпендикулярна. Не перпендикулярна. Вот в данном случае так у нас. Прямая, проходящая через точки А и Б, параллельно плоскости P1. Давайте рассмотрим вопрос теперь определения натуральной величины отрезка. Очень часто решается задача, такая метрическая задача по определению натуральной величины отрезка. Итак, натуральной величиной отрезка этот способ называется способ прямоугольного треугольника. И читается он так, что натуральной величиной отрезка является гипотенуза прямоугольного треугольника, одним катетом которого является проекция отрезка на плоскость, другим катетом разность расстояния концов этого отрезка до данной плоскости проекции. Вот мы имеем отрезочек АБ, это его натуральная величина.
А это проекция этого отрезка на плоскость P1. Мы взяли как бы плоскость P1. Давайте сделаем дополнительное построение. Из точки А проведу я сейчас прямую параллельную А1, Б1. То есть, по сути дела, у нас вот этот отрезочек, это как бы вот эта проекция. И обозначим давайте эту точку, пусть будет B со звездочкой. Это какая-то просто вспомогательная точка. B со звездочкой. Тогда что получается? Я вот от этого отрезка высоты точки B как бы отняла высоту точки А, Z. И вот это получается не что иное, как ZB минус Z точки А. То есть дельта Z. Дельта Z. И тогда получается какая картина? Раз у нас вот это мы провели прямую параллельную этой, а вот эта прямая, это проецирующий луч перпендикулярно к P1, а это параллельно P1. Значит, вот между этими прямыми прямой угол. То есть получается прямоугольный треугольник. И вот натуральной величиной отрезка является гипотенуза этого прямоугольного треугольника, одним катетом которого является проекция отрезка, а другим катетом разность расстояний этих точек до плоскости P1, то есть дельта Z. Вот на комплексном чертеже это выглядит следующим образом. Вот мы имеем двухкартинный комплексный чертеж отрезочка АБ, и нам надо определить его натуральную величину. Ну, давайте в соответствии вот с этой вот картинкой построим. Значит, натуральной величиной отрезка будет являться гипотенуза, одним катетом является горизонтальная проекция. Вот она у нас. На основании этой горизонтальной проекции строим прямоугольный треугольник. Могу из точки Б провести в эту сторону или в эту, или из точки А провести. Но главное, нам нужно построить на основании этой проекции прямоугольный треугольник. Ну, где есть свободное место, туда обычно и строят. Вот я сейчас сюда провела прямую. Это будет являться вторым катетом прямоугольного треугольника. И вторым катетом должно быть разность расстояний точек А и Б до горизонтальной плоскости проекции, потому что мы здесь строим. А расстояние точек до горизонтальной плоскости проекции – это координата Z. Но нам нужно взять разность этих координат. Вот разность координат Z – это будет вот эта величина. Но обычно даже ось X не всегда проводится на чертеже. Нас не интересует, какое расстояние точки А от плоскости P1, точки B от плоскости. Нам надо взять разность. И берется вот таким образом. Ну а теперь остается нам замерить это расстояние дельта Z и отложить по направлению второго катета. Мы провели его под прямым углом. И вот эту вот тогда точку мы обозначили. B со звездочкой пусть будет. А вот это будет не что иное, как натуральная величина. Можем записать так: по абсолютной величине АБ или НВ. Вот это натуральная величина. И что получается? Если я имею вот натуральная величина отрезка, вот проекция там будет,
а вот это угол между натуральной величиной и проекцией будет углом наклона к плоскости π1. Вот на чертеже мы можем показать это таким образом. Вот это вот будет не что иное, как угол альфа. Угол альфа. И здесь мы можем показать угол альфа. Значит, угол альфа это и есть что такое? Отрезочек АБ. Отрезок изображается так, как это ограниченная прямая, уже в квадратных скобках. А когда прямая проходит через точки А и Б, то тогда в круглых скобках. А тут у нас конкретный отрезок, который составляет вот этот отрезок с плоскостью π1. Вот этот угол. Чтобы определить, допустим, угол наклона к плоскости π2, мы тогда должны построить прямоугольный треугольник на основании фронтальной проекции. Натуральная величина будет та же самая. Та же самая. Давайте мы построим. Итак, чтобы определить угол наклона к плоскости π2, мы должны найти натуральную величину на основе фронтальной проекции. Значит, мы строим здесь опять прямоугольный треугольник, одним катетом которого является фронтальная проекция, другим катетом разность расстояний точек А и Б до фронтальной проекции. Вот это вот дельта Y. Дельта Y, вот эта величина. И тогда это будет натуральной величиной. А угол между натуральной величиной и проекцией отрезка будет углом наклона прямой к плоскости π2. Итак, угол бета – это угол, который составляет отрезочек АБ с плоскостью π2. Вот так определяется натуральная величина отрезка. На этом рассмотрение такого объекта, как прямая, положение ее в пространстве относительно плоскостей проекций и определение натуральной величины отрезка завершается.